Друзья, всем привет! В предыдущем видео я рассказывал, как мы заливали пол из самонивелира у себя на даче в пристроечке. А в этом видео я расскажу о том, как мы красили стены. Поехали! Итак, стены мы готовили долго и упорно. Напомню, пристройка сложена из газосиликатного блока. Дальше внутри все было оштукатурено. На кухне гипсовой штукатуркой, а в санузле цементной штукатуркой. Дальше все это дело было ошпаклевано цементной шпаклевкой. Причем делалось это в несколько слоев. И красить мы будем все это дело фасадной краской. Причем после консультации со специалистом в гипермаркете он мне объяснил, что ни в коем случае нельзя применять латексную краску в помещении, где будет скакать температура. А у нас зимой домик будет неотапливаемый. Использовать мы будем, конечно же, валик, кисточку и еще маленький валик для покраски в труднодоступных местах. Изначально все грунтуем, как обычно, в два слоя. Это нужно для того, чтобы краска быстро не высыхала и ложилась равномерно. Ну и вот начинаются работы. Загрунтовали стены, ждем пока они высохнут. Это процесс недолгий, буквально 2-3 часа и стены сухие. Потом, конечно же, наносится следующий слой грунтовки. Ну а в это время мы готовим комнату к покраске. А именно, начинаем заделывать розеточки. Аккуратно заклеиваем малярной лентой все розетки, все выключатели, чтобы не заляпать в дальнейшем все это дело краской. Не нужно, чтобы она туда попадала. Лучше заранее аккуратненько все закрыть. Также малярной лентой мы заклеили все углы на откосах, на входных дверях и на переходе в дом. Потому что откосы мы хотим потом делать именно белого цвета, они не будут в общий цвет стен. Итак, краска. Колеровали краску в цвет Cameo 120 по каталогу Kappa Print. Это светло-светло-светло, что-то между розовым и персиковым цветом. Очень легкий, аккуратный цвет. Ну и вот сам процесс покраски. Изначально кисточкой мы проходим вдоль потолка, вдоль пола и по углам. А потом начинаем красить все стены. Ну и, конечно же, куда нам без нашего маленького помощника. Она, между прочим, покрасила очень много всего. Кстати, отверстия под разводные коробки мы тоже покрасили в дальнейшем данной краской. И у нас этих дырок после закрытия крышками видно тоже не будет. Итак, прокрашиваем все по контуру, а после начинаем массивно закрашивать все это дело валиком. Валиком красить достаточно легко. Обязательно то, что нужно сделать, это не выкрашивать валик насухо и красить снизу вверх. Тем самым у нас минимальное количество брызг попадает на пол. Пол практически не заляпали, кстати. Равномерно размазываем краску валиком. И от полоски к полоске проходим полностью всю комнату, в дальнейшем в два слоя. Вот что мы видим после высыхания первого слоя. Как видим, краска ложится, такое ощущение, что пятнами. Даже после высыхания. Но поверьте, после нанесения второго слоя все было идеально. Это все еще первый слой. Красили второй слой мы на следующий день. Мы ждали специально сутки, чтобы краска хорошо высохла. И в дальнейшем второй раз уже красили по нему. Точно так же. Сначала кисточкой сверху, снизу и по углам, а потом валиком. Ну и вот результат после высыхания второго слоя. Краска легла максимально равномерно, нигде никаких ни пятен, ни проплешин, ни подтеков, ничего. Очень аккуратный, легкий и хороший цвет. Мы довольны.
Но по покраске все. Дальше мы продолжаем укладывать водопровод. Будем разводить горячую и холодную воду и подключать сантехнику. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. А мы продолжаем. Всем пока!